Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака период с 1 по 15 декабря. Я обычно такой расклад не делала, но сегодня хочу его сделать. Давайте посмотрим двухнедельный период, двухнедельный такой этап, что он готовит вам и какие, собственно, вам карты выпадут. Не забывайте оставить комментарий или лайк под этим видео, также сделать репост этого видео, если кажется, что кому-то этот расклад подойдет из ваших знакомых, близких. Подписаться на мой YouTube канал, кстати, если вы не хотите в дальнейшем пропустить мои видео, если они вам подходят, если они вам нравятся. Итак, давайте посмотрим, что же здесь происходит у львов этот период. Кстати, еженедельные разборы, которые я делаю обычно, я сделаю в виде шорцев на этой неделе. И вы сможете по каждому своему знаку зодиака увидеть отдельно карту на каждый день недели, собственно. И мы тоже каждый день отдельно разберем, то есть не переживайте по этому поводу. Итак, что здесь у нас есть? У нас здесь есть ситуация, где, возможно, вы немножечко в чем-то запутались. Запутались, возможно, в каком-то разногласии, которое требует больше умеренности, большего баланса, и вы проживали здесь какие-то сложности, которые требовали от вас спокойствия или налаживания отношений, или какого-то по умеренности, урегулирования, на попытки найти компромиссы, возможно, в ситуации. Здесь вот у вас есть какие-то ожидания, когда вы очень многое планировали, очень многое ожидали, но дела могли пойти не совсем так, как вы хотели, не так, как вы себе спланировали. Поэтому вы можете находиться в небольшом замешательстве по этому поводу, что все не так, как вы ожидали, поэтому и семерка пентаклей также здесь. То есть вот как будто бы нарушенное ожидание или такая изломленная кривая ожиданий ваших, когда ожидания не совсем соответствуют действительности на данный момент, и вы можете немножечко быть не удовлетворены эмоционально для вас. Плюс у некоторых из вас может быть какая-то конкретная ситуация, которая может как будто бы не совсем хорошо складываться. Может быть, это ситуация в отношениях, у кого-то это любовный треугольник, потому что есть эта тройка кубков. То есть возникают какие-то проблемы, и вот как будто бы, да, здесь нужно было что-то для себя понять или прояснить и осознать что-то, и прийти к вот этому, опять-таки, балансу, равновесию, да, когда вам не хватало энергии, вам нужно прийти к балансу, опять-таки, чтобы этот уровень энергии своей возобновить, восстановить. В целом, я думаю, что для многих из вас, особенно если вы в браке, допустим, да, то это могла быть ситуация, где были какие-то проблемы, допустим, в браке или в отношениях. Если вы с кем-то живете, это может быть гражданский брак какой-то, или вы хотели с кем-то серьезных отношений, но не получили, допустим, их, это могут быть обманутые ожидания. Плюс вокруг вас были какие-то, возможно, границы, но я думаю, что в целом сейчас вы как будто бы выходите из этого состояния, и несмотря на вот этот упадок сил, на то, что вы чего-то ждете и не получили того, что ожидали, на вот какие-то разногласия, возможно, или что-то такое, с чем вы сталкивались подобным, собственно, но все станет лучше, потому что есть и этот туз пентаклей здесь, то есть есть хорошая перспектива по тузу пентаклей, большего процветания, большей уверенности в себе, когда вам будет намного лучше, когда вы увидите, что дела начнут налаживаться, собственно. И как будто бы в декабре у вас будет ситуация, где вы выходите из вот этих ожиданий нарушенных, или, да, опять-таки, ожиданий по тройке жезлов, или ожиданий по семерке пентаклей, когда есть перемены по шестерке мечей, движение к лучшему, каким-то хорошим позитивным изменениям для вас. И здесь будут какие-то решены, возможно, конфликты, или решены какие-то беспорядки, будут разрешены они, будет, опять-таки, какой-то компромисс найден, и будут какие-то позитивные изменения для вас по шестерке мечей, когда вы сможете... Сейчас, секундочку, еще подумаю.
когда вы сможете решить, может быть, свои какие-то финансовые вопросы, да, улучшить свое финансовое положение или стать более сильными в каких-то вещах, потому карта сила, собственно, здесь выпадает, то есть улучшение в жизни. И для некоторых из вас это также будет энергия какой-то поездки, какого-то путешествия. Кто-то из вас может отправиться в путешествие, в поездку, может быть, в другой город, в другую страну даже, да, поэтому здесь и тройка жезлов тоже, может быть, он смотрит так вдаль на уходящие корабли или наоборот ждет этих кораблей, да. Но и тут это шестерка мечей, собственно, которая показывает эту перемену движения. Но в целом вам возвращается уверенность в себе по карте сила, и вы будете планировать какие-то действия, вы будете принимать какие-то решения, вы будете обдумывать какие-то решения, все в таком духе. То есть значительно все-таки улучшается здесь ситуация. В любом случае, эта тройка кубков, она тому подтверждение, такая очень позитивная энергия, которая показывает, что вы отлично проводите время в первой половине декабря. Может быть, идете даже на какое-то празднование, гуляние, на какое-то мероприятие, не знаю, свадьбу, или просто даже пообщаться с друзьями в своем кругу, где вам комфортно, где вам хочется делиться своими эмоциями, своими планами, возможно, своими достижениями или победами. И вы можете здесь что-то как будто бы отмечать, праздновать. В целом достаточно хорошая карта. Если не говорить о возможности какого-то любовного треугольника, то эта карта достаточно хорошая в этом раскладе. В принципе, она еще под семеркой пентаклей здесь. И стойка жезлов. Вы могли занимать какую-то оборонительную позицию раньше, но эта ситуация, она здесь заканчивается. То есть, тем не менее, да, позитивные перемены у вас здесь происходят. То есть что-то значительно улучшается, и вам возвращается уверенность. Уверенность в себе и процветание, уверенность в своих возможностях, в своих каких-то достижениях, ценность того, что вы имеете. Вы наводите порядок какой-то в своей жизни. Так что я думаю, что процесс вот этого вот улучшения вашей жизни, он как раз будет завершен в начале декабря, и все будет действительно хорошо. А я думаю, что будет очень даже весело, скажем, да, и спокойно. Карта умеренности, карта баланса, как будто бы спокойствие какой-то и мир наступает в голове, да. И эта карта туза пентаклей, это такая карта прекрасного завершения, собственно, этого расклада. Вот здесь она внизу выпадает, которая показывает совершенно новое начало стабильности, позитива. Это карта, которая показывает и какую-то возможность, которая может быть на работе, и возможность в отношениях. Это может быть любая возможность, которая здесь действительно может принести вам стабильность, да, и это будет очень многообещающим. Так что что-то начнется очень и очень хорошее для вас. Это будет действительно очень хорошим событием. И это может быть стать таким общим началом нового этапа для вас, что будет очень-очень хорошо. Карта туза пентаклей, да, то есть ощущение, что вы управляете своей жизнью, ощущение, что вы держите ключи от своей жизни в своих руках, собственно. Несмотря на то, что раньше, возможно, это было не совсем так, и были какие-то по этому поводу сомнения. Возможно, раньше вы были нерешительны, или раньше, возможно, да, такая ситуация была, какой-то нерешительности, неопределенности, но все меняется в лучшую сторону, все возвращается на круги своя. И все приходит к тому, что предыдущий какой-то опыт полученный, да, предыдущие какие-то наработки, они приведут к большей по тузу пентаклей целостности, что ли, вашей, понимания ценности того, что в вашей жизни есть. И понимание, что беспокоиться вам здесь не о чем, что все в балансе находится по двойке пентаклей, что все под контролем, что ничего не упускаете, что вы управляете ситуацией. Поэтому все достаточно хорошо, хорошая карта у вас, да, хорошая карта пира, праздника, веселья. Все достаточно хорошо. Итак, дорогие львы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для этого периода двухнедельного мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.